Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам масштабных моделей американских сидельных тягачей в масштабе 1 к 64 от производителя NeoScale Models. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать капотный трехосный сидельный тягач марки MAC. Модификация B61ST, которая копирует прототип 1957 года. Это довольно старая модель, она уже снята с производства, хотя все еще встречается в открытой продаже. Ее рекомендованная розничная стоимость была около 80 евро, конечно, это немало, но тем не менее вполне конкурентоспособная цена, если мы говорим об американских сидельных тягачах в масштабе 1 к 64. У других производителей подобные модели порой стоят значительно дороже. У Neo довольно обширный ассортимент грузовиков в 64 масштабе, их порядка 40 штук, разные капотные, бескапотные сидельные тягачи, и также есть наборы, состоящие из сидельного тягача и полуприцепов. Правда, здесь есть нюанс, у Neo представлен только один тип полуприцепа, это два небольших одинаковых полуприцепа для перевозки сыпучих грузов, и в наборах у них отличается только схема окраски. И у некоторых полуприцепов добавлен съемный тент, на некоторых полуприцепах он отсутствует. У меня собраны все модели, которые выходили данным брендом, как в 43-м, так и в 64-м масштабе. Я большой поклонник этой марки. И жаль, что сейчас Neo не выпускает каких-либо новинок. Из того, что они выпустили за последнее время, было пару перекрасов старых моделей, а каких-либо новых разработок я уже давно не встречал. И модели от Neo вы можете встретить в продаже как в европейских интернет-магазинах, так и на аукционах. Также такие модели попадаются в продаже и в российских магазинах, но на них цена сильно варьируется. Есть относительно недорогие модели, которые не очень популярны, а есть довольно ценные экземпляры, которые сложно найти в открытой продаже. Если говорить о грузовике MAC B61, то это в некотором роде культовая машина. Она часто мелькает в старых американских фильмах, сериалах, также обширно представлена в многочисленных масштабах. И помимо масштаба 1 к 64, такая машина представлена в маленьком масштабе 1 к 87, в классическом масштабе 1 к 43 и в более крупных масштабах 1 к 24 и 1 к 18. У меня в коллекции есть подобный грузовик в масштабе 1 к 43. Одна модель из французской и испанской журнальных серий. Она темно-зеленого цвета, продавалась в комплекте с тентованным полуприцепом. Довольно простенькая модель, но тем не менее своих денег она вполне стоит. И такая модель также продавалась в коробочках XO Models в нескольких вариантах окраски, и у XO было два типа MAC B61, один в двухосном исполнении, второй в трехосном, и оба грузовика имели кабину дневного типа. Также у меня такая модель есть от производителя Franklin Mint. Очень старая масштабная копия, но на мой взгляд она одна из лучших в 43-м масштабе. У грузовика открываются дверцы, отлично проработан интерьер, также открывается капот, поворачиваются передние колеса, и при повороте передних колес также вращается рулевое колесо. Очень красивая сцепка, и у меня вариант для перевозки топлива. Если не ошибаюсь, грузовик окрашен в красный цвет, и на эту модель я тоже делал видеоролик. Кому интересно, можете поискать старый видеообзор на моем канале. У Neo такой грузовик представлен в 64-м масштабе в нескольких вариантах исполнения. Одна модель в двухосном исполнении с дневной кабиной, машина окрашена в желтый цвет, и у грузовика красная рама. Два грузовика в трехосном исполнении с кабиной дневного типа. Друг от друга модели отличаются схемой окраски и мелкими навесными деталями. Два грузовика в трехосном исполнении с кабиной со спальным отсеком. Они друг от друга отличаются схемой окраски, также мелкими навесными деталями, и одна модель продавалась в наборе с полуприцепами. И там грузовик в двухосном исполнении
исполнении с кабиной дневного типа, и вся сцепка окрашена в бежевый цвет. Тоже довольно интересная масштабная копия, которую мы рассмотрим в будущем видеообзоре. И модели от Neo поставляются в дисплей-кейсе. Также есть голубая картонная коробочка, на которой указан логотип данного производителя. На нижней стороне вы можете ознакомиться с различной информацией. Эти модели изготовлены в Китае. Также есть наклейка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете. И на наклейке указан прототип Mac B61ST. Цвет темно-зеленый с желтым орнаментом. Neo, масштаб 1 к 64. И у Neo довольно хорошие боксы. Правда, есть один нюанс. У этого производителя в 64-м масштабе попадаются модели грузовиков, у которых обычная стандартная коробка для легковых автомобилей от Neo в 43-м масштабе. Она чуть меньше, чем боксы у грузовиков от Neo в 64-м масштабе, и я считаю это не очень хорошо, потому что я свои модели храню в коробочках, и удобно, когда они одного размера. Так их можно ставить друг на друга или, например, их складировать в одной большой картонной коробке. А когда коробочки идут в разнобой, то очень сложно их компактно составить друг на друга. Цвет темно-зеленый. Модель аккуратно покрашена, также аккуратно собрана. Нету видимых пятнышек клея, также нету мусора в лакокрасочном покрытии. Очень хорошо изготовлены колесные диски. Имеются сквозные отверстия, и, как можно видеть, диск окрашен в двухцветном варианте. Центр как кабина грузовика, а обод сделан серебристым. Также вполне хорошие покрышки. Конечно, по нынешним меркам, возможно, этой резине не хватает боковой маркировки, как, например, на многих моделях от производителя Deep Models, от производителя Start Scale Models. Но не стоит забывать, что здесь довольно маленький масштаб, и, возможно, в нем плохо бы читалась маркировка на покрышках. И опять же, у Neo я не встречал более проработанной резины. Здесь в целом довольно хороший протектор, и резина выглядит вполне реалистично. У этих моделей металлическая рама, кабина сделана из эпоксидной смолы, навесные детали сделаны как из эпоксидки, так и из пластика. Например, здесь зеркала заднего вида сделаны из эпоксидной смолы, а колесные диски сделаны из пластика. Хорошо изготовлены топливные баки, они окрашены в цвет кабины грузовика. Также хорошо сделан орнамент, на дверках есть логотипы предприятия и отлично проработан интерьер. Правда, в данном случае его сложно рассмотреть сквозь маленькие окошки. Интересно сделаны стеклоочистители, это детали из фототравления, они аккуратно установлены, на крыше присутствуют клаксоны, габаритные огни. Здесь детали окрашены серебристой краской с мелким зерном, и, возможно, это даже лучший вариант, нежели если бы эти детали были сделаны в хроме. Я не очень люблю обилие хрома, и порой такие детали смотрятся игрушечно на масштабных копиях. Поворотники обозначены просто оранжевым лаком. Эти элементы можно было бы сделать и прозрачными, тогда они бы смотрелись более реалистично. Хорошо сделана светотехника. Также установлены регистрационные номерные знаки. Присутствует выхлопная труба. Можно посмотреть, как сделаны задние колесные диски, рабочее сцепное устройство. И на задней части кабины также мы видим перекидки. Задние фонари здесь обозначены просто красным лаком, хотя издалека они смотрятся вполне реалистично. Давайте покажу вам второй вариант исполнения этого сидельного тягача. Данный грузовик мы уже рассматривали в одном из старых видеороликов, но покажу эту модель еще раз для сравнения в сегодняшнем видео. Возможно, кто-то из вас не видел видеообзор на этот грузовик. Рама у моделей визуально идентична, отличаются
Ящики за кабиной. Также у грузовика с кабиной дневного типа топливные баки окрашены черным цветом. У модели со спальным отсеком они в цвет кабины грузовика. Как можно видеть, отличается задняя часть кабины. Навесные детали идентичны. Отличаются регистрационные номерные знаки. У масштабной модели с кабиной со спальным отсеком также присутствует табличка на переднем бампере. И немножко отличается цвет облицовки радиатора. И, кстати, у грузовика с кабиной дневного типа серебристая окраска более блестящая. Она ближе к хромированной поверхности, в то время как на модели темно-зеленого цвета серебро более светлое. Колесные диски точно такие же, только отличается их схема окраски. И задние части грузовых автомобилей тоже выполнены идентично. Правда, на грузовике с кабиной дневного типа отсутствуют перекидки. И странно, у Neo на некоторых моделях такие мелочи присутствуют, на некоторых моделях их попросту нету. Модели отлично смотрятся, стоя рядышком на полке друг с другом. И вы можете собрать вполне приличную коллекцию американских траков в масштабе 1 к 64. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о моделях от производителя Neo Scale Models в масштабе 1 к 64. Какие модели от этого бренда есть в ваших коллекциях. Если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.